Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет нас с вами. А я бы сказала, что неожиданно появится, а может быть и кто. Так или иначе, с кем или с чем будут связаны неожиданности. И предполагается даже планетарно, но неожиданность, но в стиле дежавю. Это то, что нам уже хорошо знакомо, или как продолжение чего-то старого, прежнего, но в некоторой иной конфигурации. И могут неожиданно проясняться детали конкретного дела, открываться неожиданные обстоятельства, в зависимости от того, что мы услышим, увидим, узнаем, или каких-то контактов, мы неизбежно будем что-то корректировать. И это будет связано хотя бы с тем, что у нас Уран, планета инноваций и такой вот глобальной перестройки, вернулся в знак зодиака Телец. И вы, мои дорогие козероги, вы тоже, как и Телец, относитесь к знакам зодиака стихии Земли. Поэтому вы можете это прочувствовать наиболее остро. Вообще чувствует этот период, да, вот такое дежавю. Больше знаки зодиака стихии Земли, как я сказала, и еще воды. И поэтому, пусть вы сами даже что-то не инициировали, вы ничего не собирались менять, но если в вашем окружении есть люди, которые рождены под этими созвездиями или имеют там асцендент, в жизни людей что-то меняется. И это как-то оказывает влияние на вас в плане пересмотра контактов, контрактов, да, каких-то соглашений, важных встреч, ну вот чего-то подобного. Или в целом для вас вообще ведь это очень добрый период. Мы говорим о благополучии. Вы и сами можете перестраивать свою жизнь с позиции, как сделать лучше для себя или как сделать правильнее, как что-то оформить по закону, чтобы это было и стабильнее, и понятнее, и на более продолжительный период времени. Некий фундамент. И на колоде 78 дверей. Основное это двери, открыты-закрыты, или куда мы сами не пойдем. Может быть и так. Двери и ключи. Мы достанем 3 знака судьбы. Ну вот у вас перевернулись карты 4. Ключи подбирать придется. И вот смотрите, такая карта неоднозначная. Двойка мечей. Нам показана на ней монахиня, которая открывает дверь на плач младенца на улице. И что она видит? Среди холода и луж маленькая кроха плачет. Конечно, мы понимаем, что занесет она в дом, но вот почему? Почему создалась эта ситуация? Эта карта нас приглашает поразмышлять. У вас какой-то выбор. Двойка мечей – это всегда между чем-то, да? И два одновременно варианта мы не можем принять. Нам нужно выбрать что-то одно. И карта так вот заставляет задуматься, потому что именно монахиня изображена. Правда, мы с вами понимаем, что человек, который принял монашеский постриг, явно что-то в своей жизни пережил, испытал. Это не есть просто как решил себя попробовать. Нет, скорее всего, это осознанное решение, такое сложное, потому что явно женщина изображенная, она столкнулась с какими-то событиями, которые, ну вот она не могла это преодолеть, не могла преодолеть в миру. И она как будто ушла от этой темы, потому что не видела возможности. И, возможно, как раз она-то и мечтала когда-то и о большой дружной семье, чтобы было много детей, вот что-то такое, да. Или вот какие-то наши мечты, задумки прежде, планы, когда мы очень чего-то хотели, но не могли это осуществить. Вот каким-то альтернативным путем, вот как по этой карте, женщина мечтала, и вот когда ее жизнь вроде бы уже теперь определена, она точно знает, куда ее жизнь идет и вообще как что будет продолжаться, ну, уже какой-то порядок, уклад, жизнь приняла это точно, и вдруг на тебе. Пространство, Вселенная дает какую-то возможность, как мечта из прошлого. Вот у вас может быть ассоциация какая-то, да, с чем-то подобным, когда вы об этом мечтали, но каким-то не таким путем вам пространство дает возможность исполнить свою мечту. И это сложный выбор. И ключи нужно подбирать. Может быть, и к самому себе придется подбирать ключи или с кем-то договариваться. Восьмерка жезлов – это может быть как свидетельство о том, что вы получаете внезапную информацию. Или вы сами, может быть, о себе что-то узнаете, да, может быть, это с документами связано, или с вашим собственным инсайтом, когда, ну вот точно нужно действовать. Это карта скорости.
Это в неожиданностях сама по себе говорит, что ты будешь как будто неожиданно перед выбором. И этот выбор мы не можем отложить на потом. Нам нужно на что-то согласиться, чего мы не делали прежде. Тут именно перестройка жизни через какую-то метаморфозу. И у каждого по-своему. Но вас-то это ведет к солнцу, мои дорогие, к прояснению, к радости, к счастью, новый жизненный этап. Но нам очень сложно сделать этот выбор, потому что мы не прыгали, вот как эта девушка, хотя дверь горит, да, и мы так со стороны, беспристрастно глядя на карту, хочется сказать, чего ты там сидишь и ждешь, давай прыгай. А боится, не прыгала. И вроде кричит, зовет на помощь, но в округе никого. Вот вам нужно какое-то собственное решение принимать. И это может быть не совсем просто. Так получилось, что мы с вами как полрасклада сразу сделали. Ну, может быть, кому-то это важно услышать. Мы все разные, будем реалистами. Итак, 3 знака судьбы. Первый знак, второй и третий знак судьбы. Либо того, что случится, произойдет, или сфера жизни, в которых вам придется принимать важные решения. Так что же за неожиданность? Давайте достанем карту. Вот очень интересно. Может быть, с какой сферой жизни это связано? И к чему все идет? Как это продолжится? Что спешит на ваш порог? И если это идет, то в конечном-то итоге что ждать или чего ждать? Как это, к какому завершению, итогу придет? Может быть, что будет меняться? Как это повлияет на вашу жизнь? И по основным сферам жизни. Личная жизнь, любовь и взаимоотношения в целом. Сфера финансов. Сфера ваших достижений, работа, обучение, согласование, документы, ну, планы, решения. Итак, первый знак судьбы, да, правда, нужно что-то решить. Тут как будто очевидно уже решение, но мы его хотим сделать как-то по-своему. Вот как эта девушка, опять же, смотрит на маленькую дверь. И дверь-то ведь она сама-то по себе как будто нас зацикливает в одном пункте. А нам нужно видеть более объемно, как 3D, да? Видеть нашу жизнь не в узком моменте здесь и сейчас, а с какой-то перспективой. Вам, может быть, придется решать тот вопрос, от которого будут зависеть или который где-то как начало совершенно нового жизненного этапа. И это будет сложное решение, может быть и так. С одной стороны, это карта стабилизации. Но вот, наверное, все то, что нам выпало, и говорит, что это вы как раз уже как стабилизировали какую-то обстановку или для себя план действий какой-то наметили. И вот именно здесь, может быть, как неожиданно, вам нужно что-то пересмотреть, переиграть. И, безусловно, возможности есть, но расширить горизонт. И, может быть, для кого-то это как через кризис. Кризис всегда приносит возможности. Но тут кризис, потому что попасть я в эту дверь не могу. Дверь маленькая, я большая, да, или не вырастет ни дверь, ни я не уменьшусь. Но если вот понимать, что нам не дверь-то вообще-то важна, а вот именно то пространство, куда мы хотим попасть, то тогда мы понимаем, что вот эта ситуация, которая случилась или сложилась сейчас, она как раз и открывает вот эти перспективы. Мы ведь можем переложить наше сегодняшнее состояние как раз себе в плюс. И если раньше девушка, думала буквально, рост велик, дверь мала, то вот этот великий рост дает ей преимущество сначала заглянуть за этот забор, ну а потом решить этот вопрос. Знаете, это вот хочется сказать, представьте, что вы находитесь в одном каком-то отрезке пути, а вы уже себе вот план наметили, и вот она цель. Вы ее видите. И если вы себе, допустим, с этой позиции сегодняшнего дня, ну, как взяли бы разгон и попытались перемахнуть через этот забор, или как взять вот эту высоту, то мы понимаем, что нет, сейчас это сделать невозможно. А если, мои дорогие козероги, и если мы разобьем просто, вот знаете, как на мелкие какие-то аккуратные шаги, мы постепенно подойдем к этому забору, и если мы, ну, не можем мы взять эту высоту, мы можем его перелезть. Какие проблемы? Вот какая-то похожая задача, и она будет касаться вашего благополучия дома, ну и где-то финансового обеспечения.
Тут какой-то путь к успеху, мои дорогие. Работа в интернет у кого-то, кстати. Может быть, буквально то, о чем вы думали. Ну, для кого-то из вас как минимум. Или история с дополнительным доходом, поскольку у нас все-таки финансовая первая карта. Как дополнительные источники дохода вы можете продумывать. Работа именно на дому у кого-то может быть, потому что этого требуют обстоятельства. А это вы прежде, может быть, и думали, но так вот всерьез к обдумыванию каких-то тем вы не переходили. В целом так, абстрактно. Вот какие-то такие могут быть вопросы. У кого-то вопросы, связанные с переездом. Может быть и так. Потому что по этой карте идет перемещение. Но это, знаете, карта мужества и первого шага. Нам придется еще какую-то дистанцию жизненную пройти, но карта сама по себе называется заслуженный успех. То есть успех придет. Но вот, наверное, решиться вам на что-то надо. Вот такой знак судьбы. И то, что мы видим сейчас, мы как будто мы смотрим в одну точку, а вот именно этот горизонт. И какой-то выбор вам придется делать, потому что на кону ваш успех и новое качество жизни. Давайте откроем. Да, так, точно. По тройке пентаклей это может быть связано с обучением. Обучением для того, чтобы обрести дополнительный ресурс или возможность работать, дополнительного заработка. Может быть, это как работать из любой точки мира, вполне вероятно. Для кого-то это может быть с финансовой грамотностью связано. Когда меняется вот нашу цифровую эпоху, мы как раз и предполагаем, как и до конца 2025 нам могут объявить о том, что да, вот идет цифровизация, электронные деньги. Ну и на последующий год, и причем там, ну, где-то уже с мая месяца, а то и весной, эти процессы могут ускориться. И для кого-то это может быть неожиданно, и может быть сейчас уже следует уделить этому вниманию, как же это все работает. Именно с позиции финансовая грамотность. Но все же тут у нас ремесленник показан. Есть смысл что-то изучать, понимаете? Именно изучение. Хотя иногда тройка пентаклей говорит, в принципе, об экзамене. И у кого-то банально вы готовитесь к экзаменам, получению сертификата, важного документа, потому что именно эти знания и какой-то документ, у кого-то оформление через документ будет идти. Или вы будете отправлять какие-то запросы посредством интернета или по почте, может быть и так. Именно потому, что вам нужно что-то подтвердить. И тоже это как жизненный этап, жизненный экзамен, который вот как тот забор вам нужно перемахнуть. И, может быть, вы отправляли прежде какие-то бумаги важные, и в ответ уже другую ждете. И вот что-то застопорилось, значит, может быть, заново начать и с каким-то другим подходом. То есть вот перекладывайте на себя. Тут есть явная какая-то конкретика, которая касается документов, денег, благополучия, важных решений. Либо у кого-то личная жизнь, или у кого-то... Тут разные сферы жизни. В центре именно благополучие и финансовое обеспечение. Давайте посмотрим, так что же там за неожиданность. К вам приходит действительно какая-то возможность так, как вы ее не ждали. И это, возможно, была та история, которая длилась очень долго, была когда-то, и она вас, знаете, как в смятение повергла. Или какая-то боль даже была. Может быть, это то, о чем знаете только вы сами и не расскажете никому. Опять же тройка. Тройка всегда карта будущего. Это вот этот сгусток боли, разочарование, какой-то э, период, может быть, когда вы не могли действовать, обстоятельства так складывались, или вы себя не могли, ну, словно соединить в единое целое, потому что пережили деструктивную, сложную ситуацию, либо связанную с какими-то разрушениями, или это через отношения, предательство, вот что-то такое вы пережили. И вы это уже переболели, уже это не болит. Ведь эта карта на сегодняшний день здорово равнодушие. И вот если мы говорим в неожиданностях, да, тут что-то может напомнить именно из прошлого, то, что было связано с этими эмоциями. Но сейчас это нас уже не цепляет, и поэтому это сильная позиция. Это тот опыт, который нас научил. Мы не должны какую-то ошибку повторить, потому что явно была в чем-то ошибка. Мы из-за этого и оказались как
Ну, как в заточении, правда? Посмотрите, тут такая карта темная. Но вот теперь вас уже нет. Вот вас в этом прошлом уже нет. Но может быть то, что нам возвращает Уран в Тельце, заставляет задуматься и какую-то перерокировку собственной жизни произвести, чтобы еще раз не попасться в какую-то сложную ситуацию. Может быть, это на уровне взаимоотношений, но тут у кого-то и личная жизнь, потому что вот на сегодняшний день нам показано, уже вот эта комната, она пустая. Топчан вот этот, смятая постель пустая, какие-то исписанные дневники, и уже не важно, что там чернила пролились, вот уже вообще не важно, что здесь находится. Как будто человек, который вышел отсюда, ему уже надоел вот этот бесконечный дождь за окном и макет сердца, обратите внимание. Ну, как аффирмация. 3 меча, пронзённый вот этот макет, в чем-то поставили точку. Ну, вот какая-то такая неожиданность. Ладно, и к чему это все идет? Жрица, вот правда, есть какая-то история, ваша тайна, о которой вы не расскажете никому. Вы можете узнать подробности какого-то дела, когда вы прежде не могли что-то осуществить. А здесь, вот как эта двойка мечей, у вас есть возможность. И вам придется, возможно, быстро действовать, мои дорогие. Не упустить момент. Может быть, это будет связано с важным решением, которое вы тоже не можете отложить на потом. Нужно принимать сейчас, причем самостоятельно. Это карта независимости, и это карта мудрых решений. И это мудрое решение, знаете, это как нам никто не даст совет. Это вы себе должны что-то определить, мои дорогие. Может быть, это то, когда даже люди, вот карта будет давать подсказку, начни-ка ты искать, допустим, ну, как советов спрашивать, да, или что думают по этому поводу даже наши близкие. Сколько людей, хоть и близкие, хоть и желают нам добра, но сколько людей, столько мнений. То, что чувствуете вы, мои дорогие козероги, никто не чувствует. Вот этот или эта боль, она ведь в вашей душе осталась. Вот есть какая-то ситуация из прошлого, и то, что вы пережили, прочувствовать сможет никто. Буквально. И именно сейчас какой-то наступает момент кризиса, переломный момент, когда вам вот с этим прошлым нужно проститься. Но ситуация где-то может отдаленно напоминать именно то состояние, в котором вы когда-то находились. Но у вас сейчас сильная независимая позиция. У вас как будто больше ресурсов в руках. Ну, поэтому выбор такой, он определенно присутствует. И от этого выбора будет зависеть, что же будет дальше. Вот давайте узнаем, что ждет, что будет меняться. Вот тут без иллюзий, понимаете? Мы как будто можем снова, правда, ведь это карта иллюзорного успеха, оказаться снова вот в подобной комнате. Знаете, может быть, и не довериться, опять же. А я бы еще сказала, не поставить что-то на паузу, потому что прокрастинация идет по этой карте. С чем это связано? Хотя бы сфера жизни или что это тут у нас? Вы знаете, восприятие информации какой-то у вас может быть не очень верно. Тут вас могут к чему-то склонять, уговаривать. Вот начни-ка ты собирать, да, мнение окружающих, пусть даже близких. Вот есть какая-то тема, вы сами должны принимать решение. С вами могут не соглашаться. Но вам, именно вам, мои дорогие козероги, предстоит что-то просчитать. А если вам кто-то обещает свое участие, примите во внимание, что нет, тут надо надеяться на самого себя, на саму себя, потому что пятерка жезлов, тут никакой надежды на других нет. И не потому, что нас кто-то хочет заведомо обмануть или ввести в заблуждение. У людей будут меняться планы. И то, что обещается сегодня, завтра будет пересмотрено. Что это такое? Ну, правда, вы не должны оказаться еще раз какой-то подвешенной, зависимой ситуации. Это насчет чего? Тут как по судьбе экзамен. Может быть, это у кого-то с отношениями, у кого-то это изучение. Перестройка, может быть, да? Ну, предположим, вы даже учитесь сейчас, или вы работаете, но намеревались пройти какие-то курсы. Ну, я как пример приведу. Не бойтесь что-то изменить, мои дорогие козероги. Допустим, собирались идти или получить, ну, какую-то профессию такую дополнительную, да,
в виде определенного навыка. А тут вы понимаете, нет, вот это не сработает. Мне нужно что-то другое, более такое мобильное, может быть, или более такое гибкое, да. Вот здесь все-таки иерофант– это обучение, это мудрые решения. Но ведь тут, ведь понимаете, самое главное, с одной стороны, по аркану повешенный, да, мы как видим или должны видеть с другого ракурса. Человек сам себя подвесил для этого, но эта ситуация не может затянуться до бесконечности. Вот вам нужно принимать решение не так долго раздумывая. И это, да, судьбоносное какое-то будет решение, и, может быть, это будет связано и с работой, а у кого-то оформление отношений. Иногда это идет бракосочетание, может быть, и по личной жизни. Да, раньше вы вот как-то сложили свою траекторию, видели себя, свои планы, а здесь что-то происходит такое, что мы уже не каждый по отдельности, а когда мы, может быть, семью будем создавать, проживать вместе, может быть, и обстоятельства так складываются, у кого-то вот что-то подобное может быть. Или по работе, когда вам нужно согласиться, вот как бы приходит время менять. Но вот мы от этого экзамена, видимо, не уйдем. А к чему это вообще? Опять же будущее, мои дорогие. Тройка жезлов, тройка пентаклей, тройка жезлов, тройка мечей. Любая тройка– это уже в будущее, повторяюсь. У вас может стать очень судьбоносным этот период с 10 по 20. Ну, даже в намеке не говорят карты, с какой сферой жизни это связано. И я так могу предположить, что у каждого как-то по-своему. Давайте посмотрим личная жизнь. Ух ты, карта силы. У кого-то с личной жизнью будет связано. Вам нужно обязательно на что-то согласиться или принять Соломоново решение. Именно Соломоново решение. И, кстати, по аркану сила идет, знаете, такая история, которая требует именно, может быть, в эти 10 дней критического мышления и однозначного какого-то вывода, но и одновременно согласований тоже. Потому как у нас лев. Лев всегда про образ эго. Мы хотим что-то сделать по-своему. Но, видимо, голос мудрости, голос души, шестое чувство вам говорит нет. Если ты сейчас вот будешь пытаться переломить, вот как бы насильственно какую-то ситуацию, или, знаете, одним махом какой-то, как Гордиев узел разрубить, ну, я не могу сказать, что это будет правильно. Договариваться придется. Потому что именно на диалоге строится эта карта. И лев подчиняется деве только лишь потому, что не чувствует агрессии. Чего бы ни касалась личная история, то тут через дипломатию договоренности. Мои дорогие, тут вот есть явно козыри какие-то в ваших руках. И для вас, мои дорогие мужчины, конкретно, все-таки мы на любовную историю смотрим тоже. Хотя личная жизнь не только про любовь, это и ваша личность. Но здесь для вас может быть женщина, которой вы испытываете страсть. Вы хотите с ней быть. Это какая-то очень интересная женщина, притягательная, как магнит. Это магнитом таким можете быть вы, мои дорогие девочки. Это карта женской силы. И у вас определенно есть какие-то дважды сильные позиции, потому что еще аркан жрица. Время важных решений у кого-то по личной жизни. Финансы. Выбор. Это все то, о чем мы говорили. И я, в принципе, не повторяю. Карта как будто лежит. Куда иду? Правда, можно переигрывать или искать дополнительные источники дохода, задуматься, может быть, менять как дополнительную работу или основную работу строить, как будто либо карьеру, либо менять направление в деятельности. Сама карта говорит, что вы можете получить известие какое-то, может быть, оно у кого-то с личной жизнью связано, и будет оказывать влияние на сферу финансов также. Может быть, это как сведения о ваших детях. Иногда и такое тоже проигрывается, потому что пажи– это вестники. И иногда это и обозначает какую-то незрелость вопроса, или это то дело, в котором мы еще не участвовали. Это может быть та задача, которую нам еще на далекий период времени предстоит решать, что-то просчитывать буквально через деньги, менять, может быть,
свой ритм даже где-то жизни. А у кого-то отправляться куда-то, правда, переезд. Как будто маршрут мы вынуждены изменить, и это будет оказывать влияние на финансы тоже. Тут какая-то многозадачность похожа. И ваши достижения. Вообще, вот посмотрите, тут действительно нельзя от чего-то отказаться. Но вот именно, может быть, это сложное решение, пока мы через этот кризис понимаем, как же нам оказаться в том пространстве, как же словно в свой взор оторвать от этой двери или от одной точки, в которую мы словно уставились, да? И мы не можем именно в нее-то, в эту дверь маленькую войти, а нам говорят, а тебе это и не нужно. То, в чем ты сейчас видишь заминку, для тебя именно это, как билет в будущее. Вот как-то так. К изобилию, процветанию, к дружной семье, к благополучию, к взаимопониманию, к стабильной работе. Ну, очень емкая карта, которая включает, опять же, если в центре благополучия, то тут все и достижения, и планы, и документы, и личная, любовная история, понятно, решение по части финансов. Все вместе. Гармония, мои дорогие. Эмпатия, взаимопонимание, получение итога, важного результата. Но, наверное, не так просто, вот понимаете, с чем-то определиться. Я бы сказала, больше карты, ну, как вас настраивают от чего-то не отказаться. Хотя очень хочется по тройке мечей, как знаете, забыть одним вот махом, сказать «нет», и вроде бы как этого не было. Но карта говорит, тут нет, тут что-то для тебя, очень хорошее. Правда, мои дорогие козероги, быть счастливым. Перекладывайте на себя, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, пишите душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.